Как заработать дополнительно $3 миллиона за месяц? В этом видео я хочу поделиться нашим опытом, как мы помогли одному проекту поднять трафик со 100 тысяч до 200 тысяч простым элементом, который клиент очень долго игнорировал. Смотри это видео до конца, и ты будешь знать, как дополнительно зарабатывать деньги. Я поделюсь своей историей. Однажды я получил звонок от клиента, который мне сказал, что он не может уже получить результаты больше 3 лет. Они создают классный контент, тратят сотни тысяч долларов в месяц, но результатов нету. Ниша была очень конкурентная, это потеря веса в американском сегменте. Там уровень конкуренции просто громадный, в топ-10 там какие-то миллиардные компании, которые необходимо подвинуть какими-то нестандартными методами. Ну, хорошо, что на этом сайте уже был трафик, и довольно-таки неплохой, 100 тысяч человек посещал этот сайт, но так как уже подходил сезон, летний сезон, и люди хотят похудеть, уже показать отличную форму, они больше интересуются этими продуктами, поэтому клиент и сказал, если ты обеспечишь результат за 1 месяц, ты получишь самый большой контракт в истории. Ну, в моей истории, конечно. И он не обманул. Единственное, что любой профессионал в SEO скажет, что это невозможно, и он будет прав. Потому что даже если найти, какая проблема существует, это отнимает время. Разобраться, создать правильный контент, организовать людей или там получить правильные ссылки, это все отнимает действительно много времени. Ну, знаете, Том Круз в своем фильме «Миссия невыполнима» сделал это 7 раз, ну, чего не попробовать 1 раз, мы попробовали. Я взял SEMrush, проанализировал полностью веб-сайт. Я вам скажу, SEMrush это классный тул, который показывает действительно практически все, что необходимо для любого проекта. Закидываете туда сайт, можете анализировать трафик, конкурентов, практически все, что вам надо. Ключи, ранжирование. Поэтому на первом этапе я использовал SEMrush, который мне показал полную картину. Уже после того, как картина была понятна, мы обнаружили один элемент, на который клиент не обращал внимания. У него практически вся метаинформация была написана просто для того, чтобы ее иметь. То есть ничего специфического, просто добавленные ключи. Это была отличная возможность. Все, что мы сделали, мы просто переписали метаинформацию. Title, description практически для каждой страницы сайта. И чудо случилось. Трафик увеличился со 100 тысяч до 200 тысяч. И этот трафик стоил больше $3 миллионов. Мы получили контракт, отличный контракт. Мы сотрудничали с клиентом больше 2 лет. И выполнили максимально свою задачу, увеличили трафик с 200 тысяч впоследствии до 750 тысяч, но это уже были другие элементы, которые мы использовали, уже и ссылки, это уже было и создание контента, многое другое, но именно в короткий промежуток времени результат был получен благодаря тому, что мы просто переписали метаинформацию. Если ты откроешь наш сайт youunmiss.com, я положу линк в описании. На этом сайте мы создали Headline Quality Calculator. Это такой специальный тул, который анализирует качество заголовков. И это после того, как мы уже этого клиента продвинули, мы начали получать результаты, мы решили создать этот тул. Он отлично работает. И он дает множество подсказок, как правильно все-таки писать сегодня метаинформацию и в том числе заголовки для любой страницы. Работает очень просто. Просто добавляйте свой URL или пишите вручную метаинформацию, которую вы хотите получить. Он оценит от 0 до 100. Чем выше оценка, тем выше вероятность CTR, кликабельности, то, что люди перейдут на проект и будут им пользоваться. Если вам необходимо проверить все страницы сайта, просто добавляете свой сайт, веб-сайт аудит, он просканирует ваш сайт и выдаст информацию, какие страницы имеют какой CTR. Я вам скажу, сколько мы проверяем проектов с помощью нашего веб-сайта аудита. Очень низкие показатели практически у всех сайтов, поэтому лучше проверить и удостовериться, что у тебя в этом все хорошо, потому что Google не показывает сайты, которые люди не кликают. Это действительно важный элемент.
метаинформация. И, допустим, если у вас классный контент, классные ссылки, все хорошо, вроде как по SEO-шке все работает, техничка там на максимальном уровне, но метаинформация скучная. Вы понимаете, люди, они когда смотрят в топ Google, если им что-то не понравилось, они не кликают, и лучший вариант сделать так, чтобы им понравилось. Как это можно сделать? Первый элемент, на который необходимо обратить внимание, это проанализировать топ-10 выдачи конкурентов и посмотреть, как они написали свою метаинформацию. Это действительно важно, потому что мы заметили, что для проектов, допустим, там для Solitaire очень важно писать короткую метаинформацию, то есть там аудитории не надо, чтобы там расписывали максимально. Допустим, если взять какой-то проект Amazon, вы увидите, что там все наоборот, потому что Amazon наоборот максимально расписывает, добавляет практически все опции там к товару, причем он это делает то, что в тайтле, то, что в дескрипшене, то есть он максимально подает эту информацию. Первое, когда вы уже определили, какой тип контента вам лучше именно для вашего конкретного сайта, попробуйте добавить туда цифры и скобки. Самое интересное, что МОЗ провел исследование и показал, что если тайтл содержит цифры, то кликабельность увеличивается плюс 36%. Если скобки, то HubSpot провел исследование, показал, что плюс 38%. В этом нашем Headline Quality Calculator вы найдете очень много примеров, как это правильно сделать, и вам наш тул это подскажет. Если необходимо, вы можете с помощью искусственного интеллекта это все сгенерировать и получить хорошие результаты. Следующий элемент, на который я бы обратил внимание, это писать каждое слово с большой буквы. Это отлично работает для англоязычного сегмента. Для русскоязычного не скажу, но мы этот трюк также использовали. И в платной рекламе, если вы увидите, что в русскоязычном сегменте тоже кто-то увеличивает, то есть пишет каждое слово с большой буквы, это помогает увеличить CTR. Google к этому нормально относится, то есть можете использовать этот элемент, также дает хорошие результаты. Потом очень важный элемент – это писать какие-то слова, которые провоцируют кликнуть или перейти, или любопытство, или, либо эмоции, может бесплатно, может быть какая-то там гарантия, может быть все что угодно. То есть пересмотрите платную рекламу в Google, посмотрите, какие они слова используют, или используйте наш искусственный интеллект, который прямо на сайте, там нажимаете, он вам генерирует варианты, и можете оттуда выбрать какие-то более кликабельные варианты, которые там дадут хорошие результаты. То есть очень важно сегодня именно писать метаинформацию, которую люди будут кликать, потому что Google обращает внимание на этот элемент, юзеры обращают внимание на этот элемент, и у вас есть бесплатные тулы, которые вы найдете на сайте younmiss.com, используйте для своих проектов. Если у тебя остались вопросы, пожалуйста, спрашивай меня в комментариях, я обязательно отвечу на любой твой вопрос. Если необходима какая-то помощь, мы можем сделать митинг, переговорить твой проект конкретно и найти, какие проблемы мешают твоему сайту расти и получать классные результаты. Увидимся в следующий раз.